Белый лабрадор по кличке Айс, огромный и спокойный пес, внезапно начал спать прямо в снегу возле своей будки. На протяжении 3 часов его хозяин, Марк, наблюдал за этим странным поведением и в конце концов решил выяснить причину. То, что он обнаружил внутри, оказалось совершенно неожиданным. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Марк был потрясен, когда Айс зарычал на него. Он вырастил этого пса с крошечного щенка, и между ними всегда было полное доверие. Он снова приблизился к будке, но реакция повторилась. Пес встал между ним и входом, негромко рыча, словно предупреждая Марка не подходить ближе. Снег громко захрустел под ботинками мужчины, когда он сделал шаг в сторону, и в тот же миг Айс перестал рычать. «Что такое, дружок?» — тихо спросил Марк. «Что ты там охраняешь?» Айс медленно завилял хвостом, опустил голову, а затем подошел к хозяину, позволяя почесать себя за ухом. Марк решил, что напряжение спало, сделал шаг в сторону и снова направился к будке. Но Айс мгновенно встал перед ним и принял угрожающую позу. Тогда Марк понял, что лучше не настаивать, ведь то, что находилось внутри, было явно очень важно для пса. Все началось летом прошлого года. Марк, который увлекался столярным делом, построил для Айса просторную и теплую будку с навесом и достаточным пространством внутри, чтобы укрыться от снега, который, по его расчетам, должен был выпасть в начале декабря. Так и случилось. В первых числах декабря температура резко упала, и землю накрыл первый снег. Айс сразу понял, что это строение предназначено для него, и за считанные минуты превратил его в свою личную крепость. Тем же вечером Марк выглянул из окна спальни и заметил, что Айс лежит на снегу, словно нес ночную вахту. Уже около часа шел снег, и Марк решил снова проверить пса. Айс все так же находился у входа, несмотря на сильный мороз. Это показалось Марку очень странным. На следующее утро он снова вышел во двор. Айс вскочил, увидев хозяина, но как только Марк попытался приблизиться ко входу в будку, пес снова преградил ему путь, как и днем ранее. Затем лабрадор посмотрел на него умоляющим взглядом, словно говоря: «Пожалуйста, не подходи». Каждый раз, когда Марк делал шаг в сторону будки, раздавалось тихое, но настойчивое рычание. Пес явно не хотел, чтобы хозяин заглядывал внутрь. Марк был сбит с толку, не понимая, что происходит, но вскоре придумал план. Он быстро направился к задней двери дома и прошел на кухню. Там он достал из холодильника свежее мясо и начал нарезать его на мелкие кусочки, зная, что это любимое лакомство Айса. Пес никогда не мог устоять перед миской с таким угощением, и Марк был уверен, что это сработает. Единственная трудность заключалась в том, чтобы увести Айса подальше от будки. Выйдя на улицу с миской в руках, Марк подошел к будке. Айс радостно подпрыгнул, приветствуя его. Марк присел, поиграл с псом, а затем показал ему миску. Айс пришел в неописуемый восторг, ведь ничто не радовало его больше свежего мяса. Но когда Марк начал отходить, подзывая пса к дому, Айс насторожился. Обычно он получал лакомство возле своей будки, а теперь хозяин звал его в дом. Айс растерянно оглянулся на будку, тихо заскулил, но затем, решив, что все будет в порядке, последовал за Марком на кухню. Он вбежал внутрь и радостно прыгал, не сводя глаз с миски. Первая часть плана сработала идеально. Марк поставил миску в дальний угол кухни и снова погладил пса. Айс начал есть, медленно и аккуратно, словно смакуя каждый кусочек. И тогда настало время для второй части плана. Марк медленно поднялся и, пятясь к двери, следил за псом, но Айс был полностью поглощен едой.
Марк вышел и тихо закрыл за собой дверь. Вторая часть плана удалась. Он быстро направился обратно во двор к будке. Айс понял, что его обманули, как только услышал щелчок закрывающейся двери. Он начал скрести дверь лапами и жалобно выть. Когда стало ясно, что Марк не возвращается, пес побежал в гостиную, где были большие окна, из которых было видно двор. Он увидел, как хозяин идет к будке, и его беспокойство переросло в отчаяние. Айс громко залаял и подпрыгнул к стеклу. Марк услышал шум и обернулся. Айс смотрел на него с яростью и тревогой. Марку было тяжело осознавать, что ему пришлось обмануть собственного пса, своего лучшего друга, но любопытство и беспокойство оказались сильнее. Он решил, что обязан узнать правду, и продолжил путь к будке. Чем ближе он подходил, тем сильнее Айс сходил с ума за стеклом, и на мгновение Марку показалось, что пес сейчас разобьет окно. Марк опустился на колени и заглянул внутрь будки. В этот момент он был совершенно беззащитен, ведь его голова и руки не могли одновременно свободно двигаться. Если бы кто-то внутри напал на него, он не смог бы защититься. Но любопытство взяло верх. Когда глаза привыкли к полумраку, Марк замер от удивления. Внутри находилась лисица. На мгновение он не мог поверить своим глазам. В обычной ситуации лисица бы убежала, но это осталось на месте, точно так же, как Айс. Она что-то защищала. Затем Марк увидел сначала одного лисенка, потом второго, третьего и вскоре насчитал 5 малышей. В этот момент все стало ясно. Лисице срочно понадобилось безопасное и теплое место, чтобы родить, когда неожиданно выпал ранний снег. И Айс, проявив невероятную доброту, уступил ей свой дом, а затем стал охранять, даже ценой собственного комфорта. Марк не смог сдержать улыбку, осознав, что его верный и добрый пес пожертвовал всем ради другой матери и ее детенышей, и даже встал на их защиту от собственного хозяина. С течением дней, когда морозы не отступали, Марк решил построить для лисьей семьи отдельное укрытие неподалеку, соорудив теплое и безопасное место. Он позаботился о том, чтобы у них было все необходимое. Айс, понимая, что опасность миновала, вернулся в свою будку, но еще долго следил за новым убежищем, всегда оставаясь настороже и готовым снова поделиться своим теплом. Эта история стала для Марка напоминанием о том, насколько искренней и бескорыстной может быть доброта животных, даже между разными видами. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.